Хейо, злобный котик в эфире. Как проходит неделя? Честно, я не ожидала, что спонтанно записанные гайды на чуть ли не самых очевидных персонажей заставят мой канал ожить после почти что 3-месячной спячки. Но раз уж так получилось, то, пожалуй, буду продолжать, пока вдохновение бьет ключом. Думаю, что вы уже заметили, что мой выбор падает на саппортящие классы, которые лучше всего реализуются в игре с командой. И персонаж, о котором сейчас пойдет речь, не исключение. С кем там сами разрабы шиперят мерка? С координат. Начинаю взлом. Кому нужны эти саппорты? Так, сейчас сменим код и... Готово. Что ты теперь скажешь, Минкитти? На чем я остановилась? С кем шиперит мерка? Конечно же, со слепой. О чем думали разрабы, добавляя в игру про выживание несовершеннолетнюю слепую девочку? Секунду, где там цитата из интервью с ними? Слепая была разработана как персонаж для Манса. Действительно, персонаж с монохромным зрением и офигительно низкой скоростью перелаза станет хорошим мансером. Ну а вообще, в этом намного меньше сарказма, чем вы думаете. Слепая способна видеть охотников сквозь объекты, что дает ей некое преимущество при мансах вокруг какого-то предмета. Но в таких ситуациях важно постоянно контролировать боковым зрением местонахождение охотника, чтобы случайно не выбежать к нему навстречу. Так же, как и у механика, у слепой стоит знак декодера. Вы скажете, ну наконец-то персонаж, который точно берет бусты при любых ситуациях. А вот и нет. Конечно, я не исключаю подобные билды для слепых, но вы помните, что я говорила в самом первом своем гайде? Часы у меня почти на всех персонажах, и слепая также среди них. Поясню, низкая скорость перелаза, прямо как в случае с механиком, одарит вас скорее террором, чем спасительным бустом от окна. Именно поэтому слепой всегда лучше оббежать стенку, чем лезть в окно, а потому берем на нее часы. Ладно, признаю, что это не самый популярный билд на нее, но тем лучше. Не счесть то количество раз, которые часы на слепой вырывали победу моему другу, что помог мне с составлением этого гайда и также приучил меня к часам на слепой. Так как инфа, которая пойдет дальше, не моего авторства, то я буду ссылаться именно на товарища, который снабдил меня ею. До того, как разрабы реворкнули систему билдов, он использовал главный скилл слепой, это стук палкой, который подсвечивает охотника всем тиммейтам, только тогда, когда доходил до машинки. Теперь же он зачастую делает это почти сразу, как начался матч. Это позволяет предугадать, в какую сторону пойдет охотник, и принять соответствующие меры. Как я и говорила ранее, за слепую очень удобно водить охотника кругами. Благодаря ее способности видеть его через стены, она может заниматься этим почти что бесконечно, особенно если охотник бьет упалет. Это также может спасти от блинка, потому что охотники часто упираются в стену и блинкуются заряженной атакой. Слепая может заметить это и успеть отбежать. При большинстве случаев именно поэтому слепая должна бегать, облизывая стенки, потому что при отсутствии объектов между ней и охотником такая ценная способность, как все время видеть его, почти не работает. Исключением являются Риппер и Бон-Бон, так как они могут ударить своими способностями даже через стену. Раз уж мы взяли часы, то в каких случаях мы должны идти спасать? Тут лучше чекнуть палкой, насколько далеко от стула спасатель. Если близко, то вы просто продолжаете декодировать. Если далеко и спасатель это не приста или мерк, а у тиммейта уже тикает вторая стадия, то спасать идти стоит вам. В остальных случаях вы декодируете. В отличие от механика, у слепой нет дебафов на расшифровку в случае ранения тиммейтов, поэтому при должном навыке она может устроить охотнику генраж не хуже. По обычаю закрепим всю информацию. Билд для слепой 36 плюс бусты от палет. Избегаем террор-шока любой ценой. Что делать с палкой? Не стоит использовать ее по КД. Она понадобится вам, чтобы узнать, к какой машинке бежать после того, как вы завели свою, или чтобы понять, должны ли вы идти спасать или нет. Слепая – это декодер с навыками для мансов. Вы идете спасать только в случае острой необходимости. В остальное время вы декодируете. Я думаю, что слепая является таким же недооцененным персонажем, как и приста. Но стоит вам разобраться в наиболее выгодной тактике игры за слепую, как вы поймете, что этот персонаж способен устроить охотникам ту еще Кузькину мать. Приятной вам игры, и пусть гейши не находят вас первыми.